Всем большой привет, меня зовут Вика, и в этом влоге мы поговорим про рассаду и про мои будни в месте, где я сейчас нахожусь. Это была моя первая рассада, которую я посадила вообще, в принципе, за период своей жизни. Я выбрала пару таких простых видов перца, помидор, которые, как по мне, несложно выращиваются. И купила, конечно, кокосовый субстракт, но вообще видео о том, как выращивать рассаду, я посмотрела в ютубе, поэтому все ссылки и все лайфхаки по выращиванию вашей крепкой рассады будут в описании. Ну, я вам сейчас кратко расскажу. Я пошла накопала земли, на которой рос сидират в прошлом году, и типа земля отдышалась, отдохнула. Положила салфетки или туалетную бумагу, намочила ее и сверху засыпала. Пришла набирать воду и увидела, что мама сделала яички в курочек. Кокосовым субстрактом, но лучше его, конечно, замачивать заранее. Помидоры, персик, потом помидоры, груша, желтый перец, сейчас баклажаны, огурцы, какая-то капуста, либо ранее, это либо позднее, либо наоборот. Вот, в принципе, все. Всю рассаду я поставила в теплое освещенное место и хочу добавить по поводу кокосового субстракта. Его лучше, конечно, замочить заранее и потом просто посыпать мокрым, нежели его разламывать, как делала я, и засыпать, а потом заливать водой. В общем, это будет очень сложно. Сложная система полива. Короче, из новостей дня у нас объявили тревогу, я спустилась в погреб, сейчас все идут остальные, но спустилась самый первый, потому что мама сказала, что мы потом все не успеем. И взяла с собой вышивку. Сейчас покажу, что я вышиваю. Летит наше супер убежище. Процесс моей вышивки. Я хочу из таких квадратов типа сделать на все полотно и потом сделать из них типа подушечки красивой такой. Это меня успокаивает. Сейчас меня радует о том, что мы вышли на учебу, и также у меня сейчас будет время совмещать учебу с огородом. Вот мы побелили деревья. И часто вопрос по поводу авокадо. Сейчас много приходит комментариев за авокадо, которые у меня росли, которые остались в киви, и которые там уже, не знаю, что там с ними, за ними никто не смотрит. Я нашла 2 авокадо, которые были у мамы. Сейчас они в периоде моего наблюдения. Они совершенно разные, растут в разной земле. Одно растет в земле с огорода, в которой нет ни песка, ничего. А второе растет в земле, которую я садила. Оно немножко лучше выглядит, но я еще не знаю, что с ними делать. Я не трогаю их, я просто их переставляю там в более освещенное место, пшикаю, стараюсь как-то ухаживать. Вот это я, например, вообще хочу обрезать и посмотреть, какой росток она даст. А с этим авокадо я не знаю, что делать. Просто хочу присадить его в горшок побольше, в освещенное место. Я взяла с собой права. Сейчас буду ездить на механике, на машине. В общем, пока там выгоняют машинку, на которой буду ездить, я должна сказать пару вступительных слов. Не то, чтобы я вообще не умею ездить на механике. Нет, я довольно-таки нормально езжу, переключаюсь без проблем. Но, типа, если там, например, горка, перекресток, торможение иногда у меня бывает, что просто могу заглохнуть. А так по силу нормально откатаем, и вот уже в город буду ездить. Спасибо. Добрый вечер. Пристегивайте ремни. Доброе утро. Ну, что ты так напротив Лексуса поставил? Ты что? Самоубивця? Не самоубивця. У меня будет 1000 подписчиков до конца весны, то мы купим 5 курей. Купим. Хорошо. Так, спасибо за то, что ты посмотрел это видео. Ставь пальчик вверх, подписывайся на мой канал. С тобой была Вика. Увидимся в следующих видео.